На этой неделе президент Франции Николя Саркози объявил в регионе Юг-Пиренеи максимальный алый уровень террористической угрозы. Такое решение было принято в связи с убийством 3 учеников и учителя еврейской школы в крупнейшем городе региона Тулузе. В России безопасно, но и здесь нередки юдофобские выпады. 3 месяца назад в Новосибирске даже возбудили уголовное дело по факту экстремизма. На стенах здания специализированного еврейского лицея Ор-Авнер кто-то нарисовал фашистскую свастику и пообещал расправу. Наш сегодняшний гость, полномочный министр, вице-посол Израиля в России Рои Розенблит, накануне открывший 7-й фестиваль израильского кино в Новосибирске, расскажет о новой волне антисемитизма и о том, как с ней бороться силами искусства. Прошу вас, присаживайтесь. Садитесь, пожалуйста. Спасибо большое. Я очень рад быть здесь. Все, у нас есть 5 секунд перерыва. Перекатываем камеры. Сюда, да, ставим. С этой. Прошу вас. Это ваше место. Присаживайтесь. Вот это. Да. Вы будете видеть мир глазами практически телекамеры. Да. Туда. Ага. Как мне правильно к вам обращаться? Господин Розенблит или можно по имени? Как? Я не знаю правильно. How would it be correct to call you Mr. Rosenblit or using your name? Можно Рои, Можно, по да? имени, да. Или господин посол, может быть, как Or правильно? maybe Mr. Ambassador? Господин Розенблит или Рои, можно Рои по имени. Как-то непривычно все же. It's a Одно little имя-то. bit unusual. Тогда господин Розенблит. Ага. Тройка нормально? Горизонт в норме. В норме, говорит. Угу. Начинаем. Господин Розенблит, как случилось, что международная ситуация начала накаляться, и в черный список нежелательных национальностей попадают все новые и новые представители? Mr. Rosenblit, how did it happen that the international situation is getting more and more problematic and the blacklist of nationalities includes more and more nations? Особенно тяжело приходится евреям. And Jewish people have most of the problems. Спасибо. I'm very glad to be here, first of all, and thank you very much. Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за приглашение. How do I address Anton. you? Anton. I'm very glad to be here with you, Anton. Thank you very much for hosting me. Антон, благодарю вас за приглашение. Я очень рад находиться здесь. I think the problem of extremism is an international problem, not a problem of Russia or Israel, not a problem of the Jewish people. Я считаю, что проблема экстремизма не является проблемой российского или еврейского народа. Это международная проблема. There is no religion that commands its believers to hate and to kill. But in many religions there are a few radical extremists who think this is the way, and we have, as an international community, we have to fight them. В мире не существует религии, которая повелевала бы людям убивать или каким-то образом сражаться друг с другом. Но в каждой религии существуют представители, которые выражают экстремальные суждения, и нам нужно как-то с этим бороться. We have excellent relations between Israel and the Russian Federation, and I am totally convinced that the Russian authorities will do all that is necessary to stop these problems here on Russian soil.
Отношения между Израилем и Российской Федерацией можно назвать превосходными, и я убежден в том, что российское правительство сделает все от него зависящее, чтобы погасить межнациональные конфликты. Речь идет только о культурном сотрудничестве или развиваются и наши дипломатические, экономические и политические отношения? Do we speak only about cultural relations or also about diplomatic, political and economic relations as well? Well, actually, I think our relations, again, between Israel and the Russian Federation are excellent across the board. Я считаю, что отношения между Российской Федерацией и Израилем являются отличными во всех отношениях. Our leaders have excellent dialogue between them, and Prime Minister Netanyahu called recently the President-elect, Mr. Putin, to congratulate him. Лидеры наших двух государств всегда могли договориться друг с другом, и недавно премьер-министр Нетаньяху звонил вновь избранному президенту господину Путину, чтобы поздравить его с избранием на пост главы государства. Our leaders are speaking frequently, exchange visits, and that includes also other spheres. Лидеры наших двух государств проводят беседы друг с другом очень часто, также посещают друг друга, и это касается разных сфер. As we celebrate 20 years of the renewal of our relations between Israel and the Soviet Union, Israel and the Russian Federation, our trade exchange is amounting to almost $3 billion. Мы отпраздновали 20-летие возобновления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Израилем. И торговый оборот в данный момент составляет около $3 миллиардов США. Around 600,000 Russians visited Israel last year, and we of course welcome more and more Russian tourists as well as Israeli tourists to come and see this beautiful country. В прошедшем году Израиль посетило около 600 тысяч российских туристов, и мы рады пригласить каждого жителя России в гости в Израиль. Also, as you say, regarding the cultural relations are also excellent, and I am very glad to be here within this framework in the beautiful city of Novosibirsk for the first time for me to open the Israeli Cinema Festival here in Novosibirsk. Как уже было сказано, культурные отношения между двумя государствами также замечательные. И я очень рад быть здесь сейчас на открытии фестиваля израильских фильмов в Новосибирске. Я очень рад, что я впервые открываю такое важное событие. Так случилось, что многие наши крупные предприниматели и крупные деятели культуры имеют двойное гражданство, российское и израильское. Можно ли сказать, что они скрепляют отношения, скрепляют наши страны? It so happens that many businessmen have double citizenship, Israel and Russian. Can we say that in such a way they make these relations between two states closer? Not only businessmen, Anton. Actually, 20% of our population speak Russian as a first language, actually. And we have in Israel people in all spheres. I mean, from the government. My minister, the foreign minister of Israel, speaks Russian, and other ministers as well. In the Knesset, in our parliament, we have Russian speaking. We have business people, as you mentioned, among the government, the civil servants. In my ministry, I have a very good colleague who's actually born here in Novosibirsk. Это касается не только предпринимателей. 20% жителей Израиля в данный момент говорят на русском языке. Русскоязычные люди есть во всех сферах, в правительстве, в министерстве. И у меня есть коллега, который родился в Новосибирске. And of course, in the academia, in culture, everywhere we are feeling the good. The good relations that these people who are actually a human bridge between the two peoples, their effect.
В сфере культуры и образования мы также имеется очень много людей, которые пытаются сделать сотрудничество между двумя нациями еще ближе. Если взглянуть с вашей стороны границы, имеется ли на карте такая точка, как Новосибирск? If we look at the map, is there such a point as Novosibirsk on Что your map? израильтяне знают о нашем городе? What do people of Israel know about Novosibirsk? Of course. Actually, as I said, many of my fellow citizens in Israel come from Sibir and some even from here, from Novosibirsk. We attach a huge importance to this region and to Novosibirsk as the third biggest city in Russia. Конечно, как я уже сказал, я лично знаю очень многих людей, которые родились в Сибири, здесь сейчас проживают в моей стране. И мы все знаем, что Новосибирск является третьим по величине городом России, и, конечно же, для нас это очень важно. And actually we think, and this is why I'm here, not only to open this film festival, but to discuss other exchanges in the culture, in academia, I mean maybe exchanges between professors or students of different universities of Novosibirsk and Israel. This already started and I hope to promote it. And first and foremost, I think we have a huge potential in innovation, in cooperation for innovation. И именно это и является целью моего визита. Не только открытие кинофестиваля, но также и основание и укрепление других сфер сотрудничества. В данный момент я считаю, что одной из основных сфер возможного сотрудничества являются инновации. Возможно, в будущем будет состоится обмен профессорами, преподавателями вузов. Вы подписали какие-то документы, предусмотрены определенные ходы на будущее? Have you signed any documents or have you planned some actions for future? Well, actually, during this visit of mine, we are not signing any document, but as I said, this is my second visit here. The ambassador, my ambassador was here recently. We during the visit of the ambassador to Siberia, we signed actually in Tomsk an agreement about cooperation in micro satellites. Micro Sputniki for trade purposes, and certainly we intend to enhance, to strengthen the cooperation in all spheres. В ходе данного визита мы не подписывали никаких документов, но не так давно здесь находился с визитом посол, и во время его визита был действительно подписан документ о сотрудничестве в сфере производства микроспутников. И в ходе данного визита сейчас мы рассчитываем укрепить уже имеющиеся отношения. And by the way, I must, I mean, since we are in the context of Israeli filmography, we are trying to sum up between the two countries an agreement about co-productions of films and TV shows between our two countries, and I'm sure this will give a boost to our cooperation in this sphere. Помимо этого, раз я прибыл сюда, чтобы открыть фестиваль израильского кино, мы также в данный момент находимся в поиске сотрудничества в области кинематографа, в области совместного создания фильмов, телевизионных программ. И я уверен, что такое сотрудничество будет мощным стимулом к развитию телевизионных проектов. Господин Розенблит, эксперты замечают, что израильское кино сильно меняется. Если раньше израильтян больше волновали широкие внешние проблемы, то сейчас они переходят на внутренние отношения внутри своего государства. Чем запомнится этот фестиваль новосибирцам? Mr. Rosenblit, expert noticed that Israeli films have changed a lot. Before, they were mostly interested in outer situation, and now they are more interested in their inner problems. What will be the most, the brightest memory of this festival?
Well, I think Israeli filmography has matured a little bit, like our country that is now 63 years old, 64 years old very soon. The Israeli filmography has matured and is now dealing, like life itself, with all aspects of life, with politics, with family, with conflicts between neighbors and between other people. Actually, it deals with everything. Я считаю, что израильский кинематограф достиг сейчас определенного уровня зрелости. И в данный момент фильмы затрагивают самые разные тематики. Это отношения между людьми, отношения в семье, отношения с соседями и так далее. I think that in this film festival that we open here tomorrow, everybody can find his own taste. I mean, we have a very uncensored, very wild political satire that can be actually implicated for every society, for every place. We have a film about family problems. We have a film about, or two films about new immigrants and all residents and the relations between them. And I think for everybody who comes to the film festival, everybody has to decide for himself which will be the peak for him. Я считаю, что на данном фестивале каждый посетитель найдет что-то по своему вкусу. Например, мы представляем фильмы, которые рассказывают об отношениях между коренными жителями Израиля и людьми, которые приехали туда недавно. Также мы представляем фильм о семейных отношениях. Также будет представлен фильм, который является некой политической сатирой. И я считаю, что каждый, кто посетит фестиваль, найдет что-то по собственному вкусу и вынесет для себя что-то полезное. Спасибо огромное. Спасибо, Антон. У нас в гостях... Сейчас, секундочку, еще раз. Можно? Сейчас я попрощаюсь на камеру. Спасибо огромное. У нас в гостях полномочный министр, вице-посол Израиля в России Роя Розенблит. Спасибо большое. А что случилось? Не отвечать, просто я задам. Угу. Сейчас скажите, пожалуйста, что мы сейчас просто для технологии. Хорошо. Well, this is just I don't have to answer. Ему не нужно отвечать. Нет. No, you don't have to answer. It's just technological. Можно, да? Господин Розенблит, вы подписали сегодня какие-то документы о... Господин Розенблит, вы подписали какие-то документы, пакты на будущее сотрудничество. Господин Розенблит, вы подписали документы о будущем сотрудничестве между новосибирцами и израильтянами. Так нормально? Хорошо. Спасибо большое. Спасибо вам.